Индустрия центров обработки данных переживает тектонический сдвиг. Нам показывали идеальную картинку. Гиперконвергенция решит все проблемы IT. Серверы, сети и сходы станут единым стеком. Нам обещали облачную гибкость и резкое снижение затрат. Вот давайте проведем инженерный разбор и посмотрим изнутри на финансовую физику этого решения. Broadcom купил VMware. Бессрочные лицензии исчезли. Теперь вы платите за каждое ядро процессора. Это спровоцировало волну миграции. Бизнес начал считать деньги. И внезапно обнаружил скрытые платежи гиперконвергенции. Сегодня мы разберем два скрытых штрафа. Налог на масштабирование и налог на процессор. Поймем их суровую физику, а также почему для тяжелых баз данных классическая архитектура побеждает. А когда HCI реально бережет деньги. Начнем с первой ловушки. Узлы HCI – это монолитные блоки. Вычисления диски там жестко связаны. Допустим, вам нужна только емкость, подлоги, архивы или видео. В классической SHD вы просто бы докупили дисковую полку. В HCI вы покупаете сервер целиком. Вы платите за лишние процессоры, за лишнюю память и за дорогие лицензии гипервизора. Итог печален. В дата-центре копятся пустые ресурсы. Инженеры зовут заблокированными мощностями. Вы купили дорогие ядра, но они стоят без дела. Вам нужны были только терабайты. Перейдем ко второму налогу. Налогу на производительность. В классической SHD работает отдельный контроллер. Он сам считает контрольные суммы, делает дедупликацию и репликацию. Процессоры серверов полностью отданы бизнес-приложениям. В HCI логика иная. Запись данных идет по сети. Это нужно для защиты от сбоя. Сетевой трафик сильно нагружает процессор сервера. На это уходит до 30% мощности. Это и есть HCI Tax. Особенно ярко этот налог проявляется при авариях. В современных SHD корпоративного класса используется декларизованный D-Rate. При выходе диска из строя тяжелая математика перерасчета изолирована внутри SHD. HCI использует алгоритмы Yarozu Recoding. Упал узел, расчеты падают на процессоре сервера. Сеть захлебывается от трафика восстановления. Вы платите дорогими ядрами за работу дисков и повышенными требованиями к сети. Справедливости ради, вендоры понимают эту проблему. Они выпускают оптимизированные архитектуры в виде vSAN, ESA или предлагают покупать сетевые карты DPU для аппаратной разгрузки. Но вдумайтесь в физику. Индустрия спасает программную логику аппаратным железом. Они обратно встраивают контроллер SHD в сервер. Экономика решения сомнительна. Адепты HCI возразят мне. Они скажут про data locality. Данные лежат на тех же узлах. Они не идут через сеть. Долгое время это был сильный аргумент. В классике логика другая. Запрос идет в коммутатор, затем в SHD и обратно. Это давало сетевую задержку, но протокол VMware over Fabric все изменил. Протокол VMware over Fabric обходит стек эмуляции SCSI и транслирует команды через сетевую фабрику практически без задержек. Сокращение задержек при доступе к сетевому хранилищу достигает 20-30 микросекунд. Это стирает грань между локальным накопителем и сетевым массивом. Трехзвенная архитектура с NVMe over Fabric возвращает себе лидерство в обеспечении микросекундного отклика. Так что же делать? Отказаться от удобства управления гиперконвергенцией? Нет. Индустрия предложила компромисс – дезагрегированную гиперконвергентную инфраструктуру или DHCI. DHCI разделяет серверы и диски физически, но оставляет единую панель управления, и управлять ей так же легко, как гиперконвергенцией. Исследования доказывают, что в средах с асимметричным ростом нагрузок переход на DHCI сокращает затраты на систему хранения от 33 до 50%.
Вы больше не покупаете лишние серверы и гипервизоры ради пары терабайт дисков. Подведем архитектурный итог. Выбор топологии должен строго зависеть от профиля ввода-вывода. Для высокоинтенсивных транзакционных баз данных Tier 0 классическая SAN с выделенными контроллерами остается абсолютным лидером. Передача функции обработки SHD гарантирует, что 100% почты сервера достанутся базе данных. С другой стороны, для инфраструктуры виртуальных рабочих столов VDI, периферийных вычислений и удаленных филиалов гиперконвергенция оставляется абсолютным стандартом. Она снижает административную нагрузку и обеспечивает предсказуемый симметричный рост. Будущее за точным расчетом. Оценивайте свои планы роста. Не платите налог на гипервизор впустую. Увидимся.